Счастье. Богема. Богема, гении. Счастье посылаю вам. Смотрим июль месяц. Июль месяц, вот если вот так одним выражением, одной фразой сказать, для водолеев. Июль месяц. Мечтайте. Желайте. Загадывайте. И никогда с этим не расставайтесь. Не расставайтесь со своими мечтами, с желаниями. Исполнилось – следующее мечтайте. Исполнилось – следующее загадывайте. Вы стержень от этого, от мечты, от желания, от какой-то цели, ну пусть не идти к ней, немножко не получается, что-то чуть-чуть назад, опять к ней идти. Это для вас стержень, поэтому никогда не расставайтесь со своими мечтами. Когда нет этой мечты или какого-то желания, вы жить, вы продолжаете существовать, но живете вы, когда у вас есть вот эти желания и мечты. Пусть даже они как-то так, может быть, и очень виртуально, и к ним, может быть, и не подобраться быстро, так вам кажется, но они есть. Вот вы тогда и живете. Вот этот месяц, июль, месяц про это. Мечтайте, загадывайте, желайте и запускайте их. Ну а слышу такие слова: богема, счастье, желание. Вижу Розану. Правильно. Ставлю надежный, красивый лайк. Ну, вы ставите, вы поддерживаете. Спасибо вам большое. Давайте смотрим июль месяц. Июль месяц. О чем июль месяц? Очень сильно и активен в июле месяце опять и снова Меркурий. Было уже такое в апреле, он был очень активен, Меркурий. Но так, как он активен будет в июле, это что-то необыкновенно невероятное. Активен по одному, а иногда и по два в тот же день аспекта делает Меркурий весь в течение всего месяца. И вот так вот, если рассматривать месяц, то только вроде как будто мы с вами один Меркурий сплошной. Но это воздух. Вы справитесь вот так, на ура. И, конечно же, начнем с Меркурия, потому что Меркурий будет делать и с вашим одним управителем встречаться, и с вашим другим управителем встречаться. То есть очень активно, и не по одному разу. Поэтому, конечно же, начинаем с Меркурия. До 5 числа сам Меркурий сделает 3 транзита. Представляете, как он усталый, такой матерый, уставший. 3 транзита за 1 месяц. До 5 числа стоит у себя дома, в Близнецах. С 5 по 19 зайдет к Ракам. С 19 и дальше пойдет к Львам. Абсолютно 3 разных транзита, 3 разные энергии. И со 2 числа, еще когда будет находиться у себя дома в Близнецах, там, где ему комфортно, там, где ему хорошо, тут же 2 числа 2 делает аспекта. Вот 2 числа 1 день, а 2 аспекта делает только Меркурий. И сразу делает к вашему ретроградному Сатурну. Сатурн стоит у вас. Делает сначала трин, прекрасный, великолепный, чудесный аспект. Трин делает. Меркурий делает трин к Сатурну, который в ретрограде. Да, может быть, кто-то из бывших друзей, знакомых, из бывших родных появится, из бывших работников, работодателей. Может быть, с кем-то когда-то учились. Кто-то даст о себе знать. Это очень гармоничный трин. Кто-то, может быть, пригласит вас куда-то на временно подработать на лето. Может быть, услугами вашими кто-то захочет воспользоваться. Где-то когда-то вместе учились, скажет: мне вот нужен проект закончить, помоги, вот на таких условиях. То есть кто-то из
из прошлого может к вам вернуться Трин. Это гармоничный аспект и делает Меркурий. Документы могут вернуться. Документы, которые вы отправляли куда-то, они не вернутся, а может быть дополнить надо. Вам нужно будет какую-то подпись или какой-то документ дослать. Тоже может откуда-то из прошлого. Если вы куда-то подавали на визу, вы куда-то подавали на поступление, на интервью, тоже можете оттуда. И вроде как-то давно уже нет ответа. Может прийти оттуда весточка. И тут же, в этот же день, этот же Меркурий сделает конфликтную ситуацию, создаст конфликтную ситуацию с Нептуном. Нептун находится в Рыбках, у себя тоже дома. Что это для вас? Вот только вы обрадовались, получили бумагу, вам надо ее там что-то дослать, или получили положительный результат, но этот результат, допустим, подтвердить надо. Тут же как-то иллюзия у вас, у самих. Скажете, ну как-то так давно не было известий, вдруг человек дает о себе знать и сразу говорит, я бы приехал, но у меня финансов нет, или говорит, ну я не могу позвонить, потому что у меня телефон, сейчас с телефоном связи нет, или еще что-то. То есть вроде как-то в один и тот же день что-то очень положительное, то, что вы ждете, то, что необходимо, откуда-то из прошлого приходит положительный результат, или положительное какое-то известие, но тут же, в этот же день, вы понимаете, что игра не стоит свеч. Ну да, я помечтаю, но я вижу, что дальше этого дела, мечты дальше дело не пойдет, но я эту мечту оставлю. Возьму еще, например, то же время, когда пойдет на прямое движение Сатурн, вот тогда я вернусь к этому вопросу, и я тогда его закончу. То есть как-то вы вот так вот поразмышляете. Дальше смотрите, тут же Меркурий соединяется с Лилит 9 числа и делает квадратуру с Юпитером. Лилит находится в Раке. И Меркурий уже с 5 числа перейдет в знак зодиака Рак. И тут же, смотрите, цепляется сразу с Лилитом. Любой гармоничный или негармоничный аспект, все, что делается с Лилит, это всегда большой подвох. Вы можете на этот аспект попасться в каком отношении? Разочароваться. Вы можете, вот этот вот спад, который у вас происходит, это такой спад, вот что-то прям вы в таком потоке шли, в такой эйфории, у вас все получалось, и вдруг вот у вас, вы чувствуете энергетический спад. Вот вы можете на него попасться. Да, попались в этот спад. Допустим, ушло настроение, энергия куда-то ушла. Не хочется ответить на звонки, не хочется, встретиться не хочется, контакта никакого не хочется. Выключился из жизни. Вот прям хочется закрыться, отгородиться от всех. Возможно, это так произойдет, но не затягивайте. Это 9 числа этот аспект. 9, окей, я немножко отдохну, приду в чувство, а уже 10, 11 все, не буду запускать. И так держим вот эту мечту, желание пробовать, загадывать, начинать. Все это можно запускать. Вот в этом ваш стержень, в том, что вы остаетесь в мечте. Дальше смотрите, что. Ну что с Ураном? Меркурий делает прекрасный. Меркурий будет находиться в Раке и делает с вашим Ураном, который находится в Тельце, чудесный секстиль делает с Ураном. Вот на этом секстиле, да, вы можете очень неожиданно, внезапно узнать очень хорошее известие. О состоянии вашего здоровья придут очень хорошие анализы. О состоянии ваших дел могут прийти очень хорошие. Но тут вполне может быть, знаете, если вы были ограничены, вот, допустим, кто-то не мог куда-то выехать, вдруг вы получаете разрешение, что вы можете поехать. Вы, может быть, на курорт куда-то захотели поехать. Появилась эта возможность. Вы о ней узнаете, что вот так раз, неожиданно вас выпускают или вам пришло разрешение, что вы можете выехать, что у вас есть такая возможность увидеться с кем-то, повидаться с кем-то, отдохнуть, поехать. Вот такой будет аспект прекрасный. Этот аспект будет с Меркурием очень хороший. Дальше что еще Меркурий? Сделает оппозицию 18 числа, сделает оппозицию, еще находится в Раке, делает оппозицию к Плутону. Оппозиция — это всегда, когда вот две планеты
И они друг друга тянут на себя, тянут на себя. Я сильнее, я важнее, я знаю как. Одна планета не уступает другой. В данном случае Меркурий с Плутоном. Вот это, когда всегда оппозиция, это ты в сомнении. Ты вот прям не знаешь как, но оно настолько натягивается, это сомнение, что от такого напряжения оно прям как будто вот как струна натянулась, сильно натянулась, и она вот лопнет. Надо принять какое-то решение, иначе что-то вот. И это напряженный, очень напряженная оппозиция. Плутон гигант, Плутон давит, Плутон командует, а Меркурий только аргументами, словами, доказательствами что-то показывает, доказывает. Плутон не хочет слушать, на своем настаивает. То есть вот здесь вот ты только сам можешь, просто выбор у тебя какой-то принимать какое-то решение, это только всегда за тобой. Дальше что? Опять Меркурий, Меркурий, вот опять Меркурий, особенно к концу месяца. Смотрите, сделает в середине месяца гармоничный аспект с вашим Ураном, а уже 28 числа, когда Меркурий будет во Льве, а во Льве Меркурий очень амбициозный, безапелляционный. Я знаю, как сказать, я знаю, как научить, я заявляю, я говорю, вот такой Меркурий, амбициозный очень, и сделает квадратуру с Ураном, с вашим Ураном. И что захочет Меркурий? Меркурий захочет загнать Уран. Кого, куда загонять, в какие-то правила? Нет правил. А вот здесь вот такая выстраивается вот такая квадратура, и эта квадратура очень в семейном, в личном кругу может отразиться. Как-то это вот все, что связано с вашей семьей, вы достучаться, добиться не можете чего-то, как говорится, пробиться не можете. Не выходят на диалог, никак не можете закончить какой-то разговор, не можете сделать дележку какую-то сделать на каком-то, остановиться решении. Кто-то рвется из семьи, вырывается на свободу, я поеду, я отделюсь, я буду жить сам, я хочу... А вы понимаете, что это не работает, вы сдерживаете, и вот такое вот в конце месяца, 28 числа, вот такая квадратура. А потом еще и плюс опять оппозиция с Сатурном. 31 числа Меркурий делает оппозицию с Сатурном. Опять вот этот вот натягиваются две струны. И опять с вашим управителем, с Сатурном. Вот таким образом, посмотрите как. Много Меркурия, то есть много информации. Так как Сатурн находится в ретроградном движении, это еще и информация, которая приходит, она откуда-то из прошлого приходит, откуда-то из дальнего приходит. Казалось бы, все сделали, все завершили, может быть, даже сделку какую-то завершили, продажу какую-то сделали. Нет, откуда-то отголоски придут. Как? Так уже год прошел. Что? В чем дело? Какую бумагу еще дослать? Какой штраф еще пришел? Откуда штраф пришел? Как там? А может быть, я там и даже не был, а я там, может быть, и нет. То есть как-то чуть-чуть разбираться, что-то доказывать, куда-то звонить, какие-то документы предоставить. Вот такая вот суета и суета и суета. Но при этом вот такие вот, тем не менее, для вас это все равно проходит легче, так как это тоже воздушная стихия. И держать в течение месяца мечтать, желать, хотеть, то есть поддержать вот этот вот ваш стержень. Вы его можете поддерживать именно вот этими вашими мечтами и желаниями. Дальше смотрим, полнолуние будет в Козероге, 13 числа в Козероге полнолуние, это всегда сделай выводы. Это не просто подведи итог, подведи черту, вывод сделай. Что тебе, как ты видишь ситуацию, как ты прошел эту ситуацию. Подведи итог и только потом что-то начинай. Только потом, когда ты сделал, подвел итог. Не просто ты, ты завершил что-то, какая-то следующая, как говорится, следующий чистый лист бумаги. А что здесь? А что я отсюда, какой опыт я? Опыт. Всегда Козерог это опыт. Какой опыт я могу сюда применить, взять? Какие выводы я сделаю?
28-го новолуние во Льве. Чудесное новолуние во Льве – это амбициозность. Это о себе заявить, о себе сказать, презентовать себя. Да, где-то, может быть, интервью надо будет проходить, планы построить. И такие планы амбициозные, заявить о себе. Ну, об этих двух аспектах будем говорить подробно в течение каждой недели. Следующее еще, конечно, давайте с вами посмотрим Венера. Ну, Венера не так активна. Она сделает всего 3 аспекта за весь месяц, это ни о чем, а Меркурий делает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А Венера всего 3 аспекта делает. 2 из этих аспектов квадратура, конфликтная. То есть Венера находится до 18 числа, будет находиться в Близнецах. Ей там хорошо, ей там комфортно. После 18 заходит в знак зодиака Рак. Она там домашняя, тоже уютная, ну такая комфортная. И по своей энергии необходимо вот в этот период, когда она и в Близнецах, это активность, встречи, встречаться, переписываться, обмениваться. Большой шанс есть даже на встречи, и встречи с перспективой, потому что Венера в Близнецах – это партнерство, это знакомство, это влюбленности, это романтика. Это не просто встреча, а поговорить, обменяться информацией, обменяться мнениями, обсудить что-то. Вот такая вот прекрасная Венера. С 18 числа зайдет в знак зодиака Рак и сделает квадратуру и с Юпитером, и с Нептуном. Она немножко принимает после 18 числа такой характер принимает очень пассивный. Вот как-то не захочется вот этой энергии своей делиться. И на квадратуру не хочется попасть. И не хочется разочаровываться. Вот ты познакомился, переписываешься с человеком, встретился с человеком, отношения какие-то завязались. Пока прям вот не хочется никакого разочарования, поэтому немножко в пассивную такую энергию переходишь, пройдет этот аспект и дальше будешь развивать свои отношения. Ну, смотрим солнышко. Солнышко тоже довольно-таки активно. Солнце будет до 22 числа. Оно находится в знаке зодиака Рак. Делает соединение с вашим Ураном. Хорошее соединение делает с Ураном. Солнце и Уран – это действуй. Неожиданно, случайно. Если тебе что-то вот загорелось, попалось, действуй, делай, у тебя получится. Очень хороший аспект с Солнцем. Потом соединиться с Меркурием, но это мы уже говорили. В принципе, так вот по солнышку дисгармоничных аспектов нет. В основном выстроено все по Солнцу в гармонии. После 22 числа Солнце перейдет в знак зодиака Львы. И здесь вот, да, эти вот амбиции, которые амбициозность, уверенность, я знаю, я научу, я покажу, я расскажу. Рекламу, сами можете много давать рекламы, что-то рекламировать, что-то показывать, что-то представлять, какую-то продукцию свою. Поактивнее становится Солнце, когда оно во Льве, оно идет к себе домой. Здесь, конечно, такое очень амбициозное. И конец месяца, несмотря на то, что выстроится оппозиция по Меркурию, зато по Солнцу выстроится очень хорошая трин с Юпитером. А с Юпитером это, да, очень заявишь о себе. Или востребованность твоя большая. Нуждаются в твоих услугах. И тебе самому куда-то захочется на какой-то фестиваль, на какой-то спектакль, на какой-то концерт. Самому принять во всех этих мероприятиях участие. То есть хочется быть на виду. Ну вот плюс-минус вот такая вот выстраивается картина этого месяца. Итак, не расставайтесь со своими мечтами. Когда их не станет, вы продолжаете существовать, но не жить. Мечты и желания – это стержень и сила духа. Поэтому поддерживайте всегда свой стержень и силу духа
именно мечтами и желаниями. Как только у водолея нет мечты или желания, водолей вялый. Все, ты в минусе, ты в миноре, ты в спад у тебя. Желаний нет, разочарование. Всегда, чтобы была какая-то мечта, всегда какое-то желание. Придумывайте себе эту мечту, придумывайте себе эти желания. Вот это и есть ваш стержень и сила духа. Ну что, мои хорошие, вот такой месяц у нас. Конечно, в течение месяца мы будем с вами встречаться. На каждую неделю будет отдельное подробное видео. Бесконечно вас уважаю. Вот, кстати, приготовила себе кофе. Холодный, правда, со льдом. Люблю с вами кофе попить. Пьем кофе. Наслаждаемся жизнью и мечтаем. Бесконечно мечтаем. Это и есть сила духа, когда есть мечта и желание. Посылаю вам такое счастье, чтобы у вас всегда была мечта и желание. Вот такая счастливая какая-то. Посылаю вам счастливую мечту и счастливое желание, чтобы оно у вас всегда было. Получилось или не получается, следующее загадывайте, следующее мечтайте. Никогда не оставляйте себя без вот этой мечты, без этого стержня. Ну, вижу Розану, слышу счастье. Ставлю счастливый лайк. Большое всем спасибо водолеям за поддержку, за лайки, за просмотры. Обнимаю вас. Богема.